Накшатра Ашлеша в 12 домах. Накшатра Ашлеша, известная как звезда объятий или цепляющаяся звезда, тесно связана с образом змеи. Змея символизирует замкнутый цикл. Она возвращается туда, откуда начало, образуя круг. Это метафора эмоциональной зависимости. Человек, находящийся под влиянием этой накшатры, часто чувствует себя связанным с определенным местом, человеком или ситуацией. Это может быть токсично, так как из такого объятия трудно выбраться, но именно эта связь дает ощущение безопасности. Змея не передвигается по прямой, ее путь извилист. Это отражает жизненный стиль человека. Ашлеши – медлительность и основательность. Там, где другие проходят путь за 10 минут, человек Ашлеши будет идти полчаса. Это не лень, а осторожность и глубокая вовлеченность в процесс. Эмоциональное рабство из-за своей привязанности к среде или людям. Человек может долго оставаться на одной работе или в одних отношениях, даже если они кажутся ему рабскими. Разум буквально приклеен к объекту привязанности. Ашлеша наделяет человека сложной и глубокой натурой. Жизнь представителей этой накшатры часто наполнена запутанными ситуациями, из которых бывает трудно выбраться. Название «Звезда объятий» указывает на сильную потребность в слиянии с объектом любви или интереса. Однако это объятие может быть удушающим. В отношениях они склонны к собственничеству и ревности, стремясь полностью контролировать партнера, чтобы избежать предательства. Для Ашлеши характерна крайняя эмоциональность. Все привязанности оставляют в душе глубокий след. Нередко человек оказывается в токсичных отношениях, из которых не может выйти, даже если они причиняют невыносимую боль. Подобно змее, Ашлеша обвивается вокруг объекта своей привязанности и долго не может отпустить ситуацию, возвращаясь к исходной точке снова и снова. Этим людям необходим сильный эмоциональный заряд, будь то всепоглощающая любовь или жгучая ненависть. Без этих крайностей жизнь кажется им пресной. Ашлеша не забывает зла. Если их доверие было подорвано, они могут годами вынашивать план возмездия. Их яд – это не всегда физическое воздействие. Чаще это сарказм, манипуляция или холодное игнорирование. Ашлеша обладает змеиной проницательностью. Эти люди способны долго ждать подходящего момента, оставаясь в тени, чтобы в нужный момент совершить решающий бросок. Это делает их отличными тактиками. Они наносят удар из-под тишка, когда враг меньше всего этого ожидает. Благодаря своей связи с энергией кундалини, свернутая змея, люди этой накшатры часто обладают глубокой интуицией, способностью видеть скрытые мотивы других людей и интересом к оккультным знаниям, психологии и тайнам подсознания. У представителей этой накшатры часто встречаются проблемы со сном, вплоть до сна с полуоткрытыми глазами, заболевания ушей или ног, а также возможны врожденные дефекты органов. В судьбе женщин нередко встречаются темы преждевременных родов или прерывания беременности. Ашлеша проявляет невероятную любовь и самоотверженность по отношению к своим детям. С такой же ревностной страстью они оберегают свои накопления и материальные ценности. Ашлеша нейтральна к деньгам как таковым, но она мастерски умеет их накапливать. Люди этого типа часто живут очень экономно, отказывая себе в мелочах, чтобы обеспечить будущее своих детей. И главная мотивация – создать подушку безопасности для следующего поколения. Профессиональная реализация представителей Ашлеши – все, что идет из земли. Символика змеи, живущей в норах и курганах, напрямую проецируется на карьеру. Горнодобывающая промышленность и недра. Ашлеша тесно связана с ресурсами, которые добываются из-под земли: нефть, газ, полезные ископаемые. Если 10-й дом карьеры связан с этой накшатрой, человек может достичь больших высот в горном деле или работе, требующие погружения
в глубинные процессы. Работа с чужими ресурсами, банковское дело, инвестиции, управление активами, как хранители сокровищ. Ашлеша наделяет человека природной пластичностью, грацией и интересом к танцам. Исследование и аналитика – работа, требующая глубокого погружения в детали, расследование, поиск скрытых причин, детективная деятельность, психоанализ, медицина и химия, работа с ядами, фармацевтика, хирургия, властные структуры, политика и управление, где требуется умение плести интриги и выстраивать сложные многоходовые комбинации. Этим людям нужно время, чтобы втянуться в процесс. Они не любят резких перемен и с трудом меняют профессию. Им важно постепенно обвить новую сферу деятельности, глубоко изучив ее детали. Часто такие люди живут в корпоративном жилье или квартирах, представленных компанией. Они склонны покупать недвижимость, которая кажется старой или вторичной, подобно тому, как змея занимает уже готовые норы, а не строит новые. Характеристика личности представителей Ашлеши – поведенческие паттерны, постоянство, склонность годами заниматься одним и тем же делом, приверженность рутине. Роль хранителя – обладают талантом к защите и накоплению ресурсов, часто находят себя в банковской сфере, работе с финансами или на позициях, требующих ответственности за чужое имущество. Среда обитания, подобно змеям, которые не строят гнезда, а занимают чужие, такие люди часто предпочитают покупать готовое жилье, вторичка, или жить в служебных помещениях. Извилистый путь, жизнь такого человека редко бывает прямой. Путь к цели часто петляет, что требует терпения и умения сохранять спокойствие в процессе. Социальная роль, в зависимости от культурного контекста, они могут занимать подчиненное положение, проявляя высокую лояльность к руководству, супругу или семье партнера. Физические характеристики, органы чувств, возможно предрасположенность к заболеванию ушей или снижению слуха, опорно-двигательный аппарат, возможны проблемы с ногами или трудности при ходьбе, особенности сна, склонность спать с полуоткрытыми глазами. Здоровье, могут присутствовать риски, связанные с преждевременными родами или врожденными особенностями развития. Ментальные черты и архетипы. Память на обиды, обладают феноменальной памятью на врагов и склонны к ответным действиям зуб за зуб. Архетип – свернутая змея, способность долго сохранять энергию, оставаясь неподвижными, склонность подолгу жить на одном месте, высокий уровень терпения и умение выжидать подходящий момент для броска. Архетип – кошка-мать, выраженная агрессия при защите своих интересов и близких, гиперопека и глубокая забота о детях. Архетип круг, колесо, склонность к цикличности, повторение одних и тех же ошибок или ситуаций, творческий подход, часто изобретают велосипед, пытаясь найти собственный путь в привычных вещах. Энергия Ашлеши пронизана глубоким эмоциональным напряжением и ядовитостью, способностью как исцелять, так и разрушать. Жизнь постоянно возвращает Ашлешу в одни и те же ситуации, чтобы она научилась осознанности. Главная задача – понять, что привязанность не должна становиться оковами, умение сохранять связь с местом или человеком, не теряя при этом собственной свободы – ключ гармонии для представителей этой накшатры. Ашлеша – это накшатра глубокой эмоциональной преданности и материальной осторожности. Это люди, которые держат свои ресурсы, защищают свои сокровища и стремятся к стабильности через накопление. Их успех часто связан с земными недрами, а их главная жизненная задача – научиться балансировать между необходимой защитой своих интересов и освобождением от разрушительных эмоциональных привязанностей. Ашлеша – это накшатра обвивающего змея, связанная с глубокими трансформациями, цикличностью,
скрытыми ресурсами и кармическими узлами. Духовный урок и трансформация, преодоление змеиной природы, главный вызов для Ашлеши – трансформировать свою ядовитую энергию в целительную. Змея, сбрасывающая кожу, символизирует способность к постоянному обновлению, освобождение от привязанности, поскольку Ашлеша склонна цепляться за людей, вещи и прошлое. Их духовный путь часто связан с болезненным, но необходимым процессом отпускания. Урок заключается в том, чтобы научиться доверять миру, не пытаясь контролировать его через страх или манипуляцию. Кундалини-йога Ашлеша напрямую связана с пробуждением энергии кундалини. Для гармонизации этой накшатры крайне полезны практики, направленные на осознанное управление своей жизненной энергией, медитации на очищение подсознания и развитие безусловной любви, которая заменяет собственническое объятие. Рекомендации для гармонизации: работа с гневом, учиться выражать недовольство открыто, не доводя ситуацию до укуса. Честность, избегать обходных путей и манипуляций, так как извилистая тропа в конечном итоге может привести к саморазрушению. Служение, направлять свою энергию на защиту слабых, как Гаруда защищал свою мать, а не на удовлетворение личных амбиций за счет других. Очищение, регулярные практики детокса, как физического, так и ментального, помогают сбросить старую кожу и избавиться от накопленного негатива. Общие характеристики накшатры для управителя и диспозитора в 12 домах. Накшатра Ашлеша в первом доме. Жизнь человека часто идет по извилистому, запутанному пути. Ему свойственно долгое время ходить по одним и тем же кругам, годами заниматься одним и тем же делом или изобретать велосипед в разных сферах. Возможны сильная зависть со стороны окружения, семейная вражда, проблемы с азартными играми, обман и различные формы зависимости или рабства. При этом у человека присутствует выдающееся терпение, стратегическое мышление и способность долго ждать подходящего момента. Он хорошо помнит обиды и никогда не забывает врагов, просто выжидает время для ответного удара. В его судьбе ярко проявляются циклические паттерны и повторяющиеся сценарии. При рождении возможен врожденный дефект какого-либо органа, проблемы с ушами, руками или ногами. Очень экономный, почти аскетичный в быту. Не любит тратить деньги на комфорт и удобство, способен довольствоваться малым. Несмотря на все сложности, при правильном выборе мотивации, любовь вместо ненависти, способен добиться значительных результатов и высокого положения, обладает большой физической силой, часто выступает защитником детей. Человеку идеально подходят сферы, связанные с погружением в землю, горнодобывающая промышленность, нефть, геология, а также работа в банковской сфере и управление финансами. Накшатра Ашлеша во втором доме. Главная жизненная тема – накопление и жесткая защита материальных ресурсов. Человек склонен к экономии и осторожности в финансовых вопросах, может казаться скупым даже близким родственникам, поскольку не любит тратить свои накопления на повседневные нужды или комфорт. При этом он активно стремится приумножить богатство и обеспечить финансовую безопасность своей семьи и дальних родственников. В речи и манере общения может проявляться скрытность и осторожность, особенно в вопросах денег и имущества. Накшатра Ашлеша в третьем доме. Человек обладает либо одним сильным, устойчивым хобби, либо множеством увлечений, которые он часто меняет, не задерживаясь надолго ни на одном из них. Отношения с братьями и сестрами могут быть тесно связаны с физическим трудом или совместной деятельностью. Возможно, что братья и сестры играют важную роль в материальной поддержке или зависят от его усилий. Коммуникация может быть хитроумной, с элементами стратегического мышления и скрытых мотивов.
Накшатра Ашлеша в 4 доме. Человек склонен приобретать недвижимость и транспортные средства, которые уже были в употреблении, либо жить в жилье, предоставленном работодателем или организацией. Мать часто является влиятельной фигурой в жизни, оказывающей значительное влияние на эмоциональное состояние и жизненные решения. В детстве мог пережить сильнейший испуг или получить тяжелую эмоциональную травму. Внутренний мир может быть сложным, с периодами эмоциональной нестабильности и циклическими изменениями настроения. Накшатра Ашлеша в 5 доме. Интеллект может проявляться полярно, от глубокой мудрости до ограниченности. Возможны кармические сложности, связанные с деторождением. Творческая энергия может быть нестабильной, с периодами вдохновения и упадка. Отношения с детьми могут быть сложными, с элементами контроля и защиты. Накшатра Ашлеша в 6 доме. Человек может занимать высокооплачиваемую должность, которая, однако, ощущается как рабский труд или вынужденное служение с длительными разлуками с семьей. Возможен циклический график, периоды интенсивной работы сменяются вынужденными простоями. Здоровье. Возможны как незначительные недуги, проблемы с ушами, так и серьезные состояния, параличи, травмы конечностей. Важно уделять внимание профилактике и режиму труда. С двоюродными братьями и сестрами возможны ссоры, ревность и скрытые манипуляции. Накшатра Ашлеша в 7 доме. Склонность к токсичным отношениям. Партнер может чувствовать себя рабом в семье, жаловаться на отсутствие уважения и холодность. Нередки конфликты и рукоприкладство, однако сам обладатель гороскопа может не стремиться разорвать эту связь, находя в ней своеобразный комфорт. При благоприятных аспектах возможен поиск компромисса. Накшатра Ашлеша в 8 доме. Человек склонен скрывать свои доходы и не тратить лишнего, особенно если есть связи с 6 домом, что усиливает экономность и осторожность. Вся жизнь может быть направлена на накопление и сохранение богатства для передачи его следующему поколению в виде наследства. В сочетании с влиянием 6 и 12 домов возможны скрытые хронические заболевания, которые проявляются внезапно и имеют длительный скрытый период. Человек часто интересуется оккультными науками, психологией, тантрой или вопросами жизни и смерти, но изучает их тайно. Может получать неожиданное наследство или, наоборот, сталкиваться с длительными судебными тяжбами по имуществу предков. Сильная интуиция и способность чувствовать деньги и опасности, связанные с ними. Накшатра Ашлеша в 9 доме. Отношения с отцом часто носят сложный, недосказанный характер. В душе человек может носить глубокую обиду, разочарование или даже скрытую месть по отношению к отцу или к отцовской линии. В семье могли быть серьезные потери, разорение или падение статуса, о которых не принято говорить открыто. Со временем человек берет на себя роль спасителя рода. Он методично, шаг за шагом, выводит семью из кризиса. К 40-45 годам, как правило, достигает стабильного положения и становится главной опорой для всей семьи. Вера и духовность у него тоже проходят через испытания. Может быть период полного отрицания, а затем глубокого, почти фанатичного погружения в определенную традицию. Путешествия и обучение часто происходят в необычное время или связаны с тайными знаниями. Накшатра Ашлеша в 10 доме. Карьера человека почти всегда связана с долгим, упорным и часто неблагодарным трудом. Он может десятилетиями работать в одной организации или одной отрасли, постепенно поднимаясь и накапливая значительные ресурсы, которые затем передаст следующему поколению. Однако часто ощущается, что большую часть работы он выполняет в условиях рабства, без должного признания и свободы. В некоторых случаях человек неоднократно меняет место работы или отрасли, особенно в молодости и среднем возрасте, пытаясь найти свое истинное призвание.
или добиться прорыва. После 40-45 лет наступает период активного стремления к успеху и реализации накопленного потенциала, иногда в спешке и с риском переутомления. Профессиональная сфера может быть связана с финансами, управлением, государственной службой, медициной или исследованиями, где требуется терпение и стратегическое мышление. Накшатра Ашлеша в 11 доме. Человек обладает способностью создавать и поддерживать крепкие социальные связи, но при этом может проявлять скрытность и осторожность в выборе друзей и союзников. Часто окружен людьми, которые зависят от его поддержки или влияния. Возможны циклы успехов и неудач в достижении желаемых целей, особенно связанных с финансами и социальным статусом. Человек склонен к накоплению ресурсов через дружеские и профессиональные сети, но не всегда открыто делится своими планами и достижениями. Может обладать даром стратегического планирования и умением предвидеть развитие событий. Накшатра Ашлеша в 12 доме. Жизнь человека может быть связана с тайнами, скрытыми врагами, внутренними страхами и подсознательными процессами. Возможны проблемы с изоляцией, ограничениями или пребыванием в местах уединения. Человек склонен к глубокому самоанализу, изучению оккультных наук, психологии и духовных практик. Внутренние конфликты и борьба с собственными теневыми сторонами – постоянная тема жизни. При правильной работе над собой способен достичь высокого уровня духовного развития и внутренней гармонии.